Федеральный закон от 26 мая 2021 года. Номер 153 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года. Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года. Пункт 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года номер 1032-1 о занятости населения в Российской Федерации изложить в следующей редакции. 2. По предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам, не достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, либо имеющим указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года номер 400 ФЗ о страховых пенсиях, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за 2 года до наступления соответствующего возраста. При согласии безработного гражданина с назначением пенсии, предусмотренной настоящим пунктом, орган службы занятости не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения такого согласия безработного гражданина, направляет в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту жительства гражданина предложение органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину, которым безработным гражданином подтверждается согласие на досрочное назначение пенсии и указывается способ доставки данной пенсии. Предложение органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину направляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия либо в форме электронного документа или на бумажном носителе на основании соглашения, заключенного между органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и органом службы занятости. Информирование безработного гражданина о направлении предложения о досрочном назначении ему пенсии в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, осуществляется в порядке, предусмотренном правилами, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам, утверждаемыми уполномоченным правительством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти. Пенсия, предусмотренная настоящим пунктом, назначается со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину без истребования от него заявления о назначении пенсии. Пенсия, предусмотренная настоящим пунктом, назначается в соответствии с порядком, аналогичным порядку назначения страховой пенсии по старости и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года номер 400 ФЗ о страховых пенсиях, если иное не предусмотрено настоящим законом. По достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, лицу, получающему пенсию, назначенную в соответствии с настоящим пунктом при соблюдении условий назначения страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года номер 400 ФЗ о страховых пенсиях, назначается страховая пенсия по старости без истребования от него заявления о назначении страховой пенсии по старости на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. В пенсии, назначаемой в соответствии с настоящим пунктом, может быть установлена пенсия за выслугу лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года номер 166 ФЗ о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации.